Книжки находятся здесь слева от лифта. Можно их оплатить сейчас или потом, на кассе на втором этаже или на первом. И обязательно, пожалуйста, телефон в режим вибрации. Постарайтесь перевести или беззвучный, или авиа. Ну, в общем, чтобы мы на это не отвлекались. Спасибо. Мало, но мы в тельняшках. Это самое главное наше правило. Поэтому готовьте, пожалуйста, ваши ладошки. Давайте громко поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Дорогие друзья, сегодня впервые у нас в гостях Грэм Симсион. Ваши аплодисменты! Добрый вечер. That's all the Russian I've got, but I've also got my friend Katja here. Добрый вечер. Больше вы от меня по-русски ничего не услышите, но, к счастью, со мной будет Катя, и она будет переводить для вас. So, Katja from Sinbad Publishing will be interpreting tonight, and if she has to ask me a couple of times for clarification, you have to understand that I speak fast and with a strong Australian accent. Катя не профессиональный переводчик, она редактор из Синбада, и выпустила книги серию про Рози, поэтому если ей иногда будет придется спрашивать меня дважды, вы простите, во всем виноват мой австралийский акцент, я говорю слишком быстро. Okay, so those of you who speak English may have trouble following me too. It's not your problem with English, it's my problem with English. Если вы говорите по-английски, понимаете английский, но не понимаете меня, то во всем тоже виноват мой австралийский акцент, а с вашим английским все в порядке. Okay, so what about the movie? Что насчет фильма? Because that's the question I always get asked. Это вопрос, который мне всегда задают в первую очередь. I've already been asked it by Katja, who introduced me, the other Katja. All she wanted to do was talk about the movie. And I wanted to say to her, this is a bookshop. Катя, ведущая из Буквоеда, уже задала мне этот вопрос, и на что я не очень хотела ей ответить, но мы же в книжном магазине, причем тут фильм. But I'll tell you about the movie, because some of you might know that I originally wrote the Rosie Project as a screenplay. When I decided to change my life from working in information technology at the age of 50 to do something different, I decided not to be an author because I thought that would be too hard, but to be a screenwriter because I thought that would be easier. Но я расскажу вам про фильм, потому что, возможно, некоторые из вас знают, что проект Рози изначально был сценарием. Когда в 50 лет я решил изменить все в своей жизни, я захотел стать не автором, не писателем, я захотел стать сценаристом. Are there any screenwriters here tonight? Может быть, в зале есть сценаристы? No? Good, because I can tell you that it is easier to write a screenplay than a book. The problem is it's way easier to get a book published than to get money to get a movie made. Если нет, то это даже хорошо. Я должен вам сказать, что выпустить книгу гораздо легче, чем запустить свой сценарий, и достать деньги на экранизацию фильма. So if you think about the last movie you saw, I would just about guarantee it was an adaptation of a best-selling book, because for the movie studios, that eliminates the risk. If a book has been popular, the movie will probably be popular. Why should they take the risk with an unproven screenplay? Если вы вспомните, возможно, любой фильм, который вы последним видели в кинотеатре, скорее всего, это будет адаптация какого-либо популярного романа, потому что режиссеры, они тоже хотят, и кинокомпании, они хотят уменьшить риск, окупить свои вложения, и куда проще им работать с книгой, которая уже завоевала успех. So after 5 years of studying and writing my screenplay for the Rosie Project, I went back to school again and studied novel writing instead of screenwriting and rewrote my screenplay as a novel. Я 5 лет работал над сценарием проекта Рози, а после этого снова пошел в школу и начал учиться писательскому мастерству, чтобы переписать сценарий в книгу. И так появился проект Рози. So, sure enough, when the novel became a bestseller, movie studios came calling, and Sony Pictures bought the rights to the Rosie Project and any later books. И когда книга стала популярной, стала бестселлером во всем мире, Sony Proект обратились ко мне, и другие киностудии обратились ко мне, и Sony Proект купили права на экранизацию. And since then, it has been like a roller coaster. We had Jennifer Lawrence
to play Rosie. И с тех пор начались настоящие американские подборки, потому что сначала Дженнифер Лоуренс согласилась играть Рози, And then she dropped out. а потом отказалась. So we had the famous director Richard Linklater to direct. А потом известный режиссер Ричард Linklater решил взяться за экранизацию, а потом отказался. And then we had Ryan Reynolds, the Canadian, А потом Райан Рейнольдс захотел играть to play Don. а потом тоже отказался. And it kept going like that. We drink champagne when we get the famous person. We drink whiskey when they drop out. И так оно и продолжается. Мы пьем шампанское, когда актеры соглашаются, и пьем виски, когда они отказываются. But after a while you learn there's no point lying awake in bed at night worrying about this. Ну, в конце концов, со сценариями приходишь к тому, с экранизациями книги приходишь к тому, что нет смысла лежать ночью без сна и думать о том, ну когда же ее экранизируют-то наконец. My other two books, which have not yet been published in Russia, have also been bought for movies. Я написала еще 2 книги, которые не были переведены и выпущены в России, и на них тоже уже купили права на экранизацию. And after a while, you learn that it's like having a lottery ticket. И я уже к этому времени уже понял, что права на экранизацию это как лотерейный билет. 3 lottery tickets. Вот у меня их уже 3, и все лежат в кармане. Except they pay you for the lottery ticket. Но только что хорошо с правами на экранизацию, в отличие от лотерейных билетов, себе за них платят. But you put them in your pocket and you hope that one day you wake up and you've won the lottery. They're going to make your movie. Ну, в общем, пусть они лежат в кармане, и, возможно, есть надежда, что когда-нибудь вы получите выигрыш, и вашу книгу экранизируют. But in the meantime, you get on with your life. Ну, а пока вы ждете, нужно жить полной жизнью. So what have I been doing since the Rosie project was published? Well, I've written 2 more books in the series, which I'm going to talk about shortly. Чем я занимался, пока ждал экранизации проекта Рози? Я написал еще 2 книги про Дона и Рози. And 2 more books, which I'm not going to talk about because they're not published in Russian yet. И еще 2 книги не про Дона и Рози, поэтому я говорить про них не буду, они в России еще не вышли. But I'm sure Sinbad will do that soon. Но уверен, что Синбад в конце концов выпустит. But what I've also been doing in the meantime is this, traveling. А еще в это время я занимался вот этим, путешествовал. Traveling all over the world, talking to groups like this. And let me say, it is a great honor to be back in St. Petersburg. Путешествовал по всему миру и встречался со своими читателями. И должен вам сказать, что это большая честь для меня вернуться в Санкт-Петербург. Last time I was here, the city had a different name, a different government, and it was January, so it had different weather. Когда я был здесь в последний раз, у города было другое имя, другое правительство, и погода тоже была другая, потому что я приезжал в январе. I was not an author, and this bookstore and chain did not exist. В то время я еще не был писателем, а этого магазина еще даже не существовало. So everything is improved. Поэтому все стало лучше. But all of these events that I've done all over the world, often with interpreters. Все встречи с читателями, которые я проводил по всему миру с переводчиками. All of these events have had one thing in common. They are held in bookstores with booksellers, and those booksellers are real booksellers, not people who sell electronic books on the internet. Так вот, у всех этих встреч была одна общая черта. Они проходили в настоящих книжных магазинах, и я общался с настоящими книготорговцами, которые продают настоящие книги, а не электронные. And you realize that real bookstores do more than sell books. They are an important part of our community, enabling things like tonight. И со временем начинаешь понимать, что это не просто места, где продаются книги, это очень важные места, это важная часть нашего общества. Russia is lucky to have book chain like this because in many countries they are disappearing. И России очень повезло, что здесь есть такие книжные магазины и книжные сети, потому что во многих странах они, к сожалению, исчезают.
So I'd like a round of applause for our hosts tonight, represented by Katja and Jana. Long may they prosper. One more time, please. A round of applause for our hosts. Long may they prosper. May they do well. Окей. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте Катерине и Татьяне, которые сегодня... Obviously a perfect translation because you all clapped. Перевод замечательный, потому что вы похлопали. Okay, so let me tell you about these books. I thought you might like to hear where the ideas for each of the Rosie books came from, and then if I haven't told you what you want to know, you can ask some questions. I'll speak for maybe 25 minutes. Does that work for everybody? А теперь, пожалуй, я расскажу вам о книгах, о том, какие идеи лежат в основе каждой из них, как они у меня возникли, эти идеи. И если после моего рассказа, который будет продолжаться около 25 минут, у вас останутся вопросы, пожалуйста, задавайте их. Okay, so I told you that at the age of 50, I decided I was going to be a screenwriter. So I enrolled in a course at my local college, and at the very first lesson, they gave us an exercise, an assignment. Как я уже сказал, в 50 лет я решил, что хочу стать сценаристом. Поэтому я записался на курс в нашем местном колледже, курс сценарного мастерства, и уже на первом занятии нам дали задание. And the teacher said, good stories often come from interesting characters. So I want you to write a short story, not a screenplay, a short story about an interesting character. Учитель сказал, что за каждой хорошей историей в первую очередь стоит интересный герой с интересным характером. И он попросил нас написать небольшой рассказ про интересного героя. Well, I've got this friend. I told you I used to work in information technology. У меня есть один друг. Как я уже говорил, я работал в информационных технологиях. And some people say that people who work in information technology, a lot of them are geeks. А людей, которые работают в информационных технологиях, многие называют гиками. And to tell the truth, I was a bit of a geek. Ну и сам я, честно говоря, был немножко гиком. Not the smooth, assured author you see in front of you tonight. А не таким вот красивым автором, каким я предстал перед вами сегодня. But there are geeks, and there are geeks, and then there is the uber geek. Так вот, в этой среде бывают гики, бывают гики и бывают убер-гики. So my friend was the uber geek. И вот мой друг, он относился к третьей категории. But he was a good friend, and I thought he would be a good character to write about. And I remembered a little story, because one time he and I were in New York City at the same time. Но он был хорошим другом, и я решил, что он станет хорошим героем для моего рассказа. Я вспомнил о том, как мы с ним один раз поехали в Нью-Йорк. And he said, we should go out to dinner. And I said, that's crazy, we both live in Melbourne, we can go out to dinner in Melbourne. Вот, и он сказал, мы должны пойти поужинать. Я ответил, ну что за дела, мы в Мельбурне можем пойти поужинать, зачем нам еще ужинать в Нью-Йорке? He's the sort of guy who likes familiar things, and I agreed to go out to dinner with him in New York. And then my client, who I was working for in New York, said, my husband and I would like to take you to dinner to thank you for the work you've done, and we're going to take you to the best steak restaurant in the whole of New York. Но мой друг любит, когда все идет своим чередом, он придерживается определенного распорядка, и поэтому я согласился пойти поужинать. И тут мои клиенты, к которым я приехал, собственно, в Нью-Йорк, они сказали, мы хотим отвезти тебя в лучший ресторан, где готовят лучшие стейки в Нью-Йорке. And I said, that's wonderful, but I've already promised my friend, and my friend doesn't like arrangements to change. Я сказала, это очень замечательно, но, к сожалению, я уже договорился с другом, а мой друг, он не любит, когда меняется расписание. And they said, that's okay, he can come too. А они сказали, так это же замечательно, приглашать своего друга, пусть идет с нами. Just one thing. This was the 1990s, I think. They said, there's a dress code. You have to wear a jacket. Men have to wear a jacket to the restaurant. Но они предупредили, как мы тебя предупреждаем, в этом ресторане строгий дресс-код, нужно обязательно прийти в пиджаке. Это было дело в 90-х.
Well, my friend, I told you, he's the Uber geek. You know how Uber geeks dress. I had never seen my friend in a jacket. Ну, я уже говорил, что мой друг, он такой убер-гик, а вы, наверное, видели, как одеваются убер-гики, я в жизни не видел его в пиджаке. So, I called him up and I said, have you got a jacket with you? And he said, of course I've got a jacket with me. Anybody would have a jacket with them. Well, why would you ask that? Я позвонил другу и спросил, у тебя есть с собой пиджак? Он сказал, ну, конечно, у меня есть с собой пиджак, кто поедет в Нью-Йорк без пиджака? But I was suspicious. So I went to his hotel room and I said, show me your jacket. Но меня мучили подозрения, поэтому я приехал к нему в отель, пришел к нему в номер и сказал, покажи-ка мне, пожалуйста, свой пиджак. And sure enough, it was a hiking jacket. И, в общем, оказалось, что это не пиджак, а куртка для прогулок. And he told me that his jacket was superior to my jacket because it was waterproof, it was visible in low light, it had lots of pockets, all those things that hiking jackets have. И он долго убеждал меня, что его куртка, она гораздо лучше любого пиджака, потому что она водонепроницаемая, в ней невозможно потеряться в лесу, она яркая, еще у нее куча карманов, куда можно положить кучу всего полезного. In the end, we went to a different restaurant. В результате ужинали мы в разных ресторанах. But, you know, I thought that would be a funny story to write for my very first story as a 50-year-old person who had not written any fiction since he was at school. Но я решил, что эта история станет прекрасным сюжетом для рассказа, который я решил написать в 50 лет, а до этого в последний раз я занимался литературным творчеством в школе. But, first of all, I did what writers do. I made up some stuff. Ну, конечно, некоторые вещи я додумал, потому что все писатели так делают. So I asked myself, because I think what writers do very often when they're looking for a story idea, they say, what if? What would happen if? И, как любой писатель, я, когда приступил к рассказу, подумал, а что если? I'm thinking, what if my friend was not going to dinner with me, but he was going on a first date? Что если мой друг должен был пойти ужинать не со мной, а на первое свидание с девушкой? What if he was meeting the woman at the restaurant? Что если первое свидание должно было состояться в ресторане? And they wouldn't let him in? И что если его отказались туда пустить? What if he said exactly what he said to me? My jacket is superior, and got into a huge argument. Что если он попытался бы убедить работников ресторана в том, что его куртка лучше всякого пиджака, и вступил с ними в перепалку? And what if the argument escalated because of the stress? И что если атмосфера начала бы накаляться? And got physical? И перепалка перешла бы в драку. What if the bouncer stepped in? The bouncer, the security. И что если бы они вызвали охрану? What if our friend knew martial arts? И что если бы мой друг владел восточными единоборствами? So, what if another bouncer stepped in? И что если бы позвали дополнительного охранника? So, I wrote the story like this. Well, everybody thought it was a very funny story, and they thought, yes, I should definitely write a full movie script based on this character. Я написала об этом рассказе, он всем очень понравился, сказали, что он очень веселый, и я решил, что вот этот рассказ ляжет в основу моего сценария. Well, my friend's real life story is quite sad because he did get married, but his wife became very ill and with multiple sclerosis. Но надо сказать, что история жизни моего друга, она не такая уж веселая. Он женился на замечательной женщине, но, к сожалению, она заболела рассеянным склерозом. And my friend she is still living, but she's very ill, and he has looked after her so well for more than 25 years. Она до сих пор жива, но тяжело больна, и мой друг вот уже 25 лет ухаживает за ней. So she has dementia, so she's not thinking well anymore. Она больна, у нее путаются мысли. He's a very intelligent man, so it's very difficult. Он очень умный человек, поэтому для него это сложно. But my wife, who is a doctor, said his wife would not be alive today except for the fact that he has become such an expert on her illness that he can tell the doctors everything to do. And he said to me one day, he said, "This is my whole reason for living. Finally, being the way I am has got a purpose." Но моя жена, она врач, и она сказала, что его жена, она бы не прожила столько лет, если бы не его уход и не то, как он стал разбираться в этой болезни, вплоть до того, что он дает советы ее докторам.
So I wanted to write a dramatic story about how someone that people thought was weird actually had great value to the community and to his partner. Я хотела написать историю о том, что люди, которых мы считаем странными, которых мы считаем чудиками, на самом деле они имеют огромную ценность для всего нашего общества. But all my fellow students said, "Hey, we liked it when it was funny." Но мои однокурсники сказали, ну знаешь, нам больше нравилось, когда была история веселая. So instead, I wrote about him finding a partner, which in real life didn't take very long. He had a project to find a partner. He went out on a few blind dates, and eventually, quite soon, he found the lady. И поэтому я написал книгу о том, как он искал свою жену. Хотя на самом деле у него это отняло не так много времени. Он действительно разработал проект «Женат», сходил на несколько свиданий, слепых свиданий, и нашел свою любовь. So I had to make up a different story. А поэтому мне пришлось много чего выдумать. And I said, what if this guy had a very complicated project to find the perfect woman, and what if he met someone who was worst woman ever, met none of his criteria, smoked cigarettes, showed up late, did everything he didn't want. Вот, и я задал себе этот вопрос, что если мой герой разработает действительно сложный проект для поиска своей единственной, и что если в результате в его жизни появится женщина, которая не соответствует ни одному критерию, которая курит, которая вечно опаздывает, которая вегетарианка. But what if he was strangely attracted to her? Но что если его будет почему-то странно к ней тянуть? And what if she was looking for her biological father? И что если она сама будет искать своего биологического отца настоящего? And our hero was a geneticist, a professor of genetics, who could help her find her biological father by DNA testing surreptitiously. А мой герой, по счастливому стечению обстоятельств, окажется профессором генетики и специалистом, который может помочь ей в поисках при помощи теста ДНК. Well, you've got a plot for a romantic comedy, haven't you? Ну и так у меня получился отличный сюжет для романтической комедии. So I wrote The Rosie Project. It's a romantic comedy about a socially challenged genetics professor looking for the perfect woman and finding Rosie instead. И я написал проект Рози, историю о профессоре, у которого проблемы социализации, и о том, как он ищет свою любовь. The book was published and it was a big success, and we have sold about 3.5 million copies around the world in about 42 different languages, including Russian, of course. И книга была очень успешной, она вышла более чем на 40 языках, в том числе и на русском. The end. Конец. Because there are no sequels to romantic comedies. It's a rule. То есть я планировала, что это будет конец, потому что обычно у романтической комедии, как правило, нет продолжения. We get to the end, we say they lived happily ever after, we know that's a lie, but we forget about it and we write another romantic comedy. Мы ставим точку, после слов «и жили они долго и счастливо», возвращаемся к реальной жизни и принимаемся читать другую романтическую комедию. But something started to happen. People started to say to me, we don't think this guy Don Tillman could have a successful marriage. And I would say, why? Но у меня остановиться не получилось, потому что мои читатели начали писать, что-то нам слабо верится, что Дон Тиллман, что вот такой вот странный парень может быть счастлив в браке. Я, естественно, возмутилась, почему вы так думаете? And they said to me, well, he's obviously autistic. He's obviously on the spectrum. А читатели сказали, это же кому угодно понятно, что он в аутическом спектре, он аутист. So suddenly they were saying to me, autistic people can't have successful marriages, and it's a whole group of people. They weren't just criticising my person. Well, I knew a lot of people like Don Tillman, and many of them had very successful relationships. I knew people way weirder than Don who had still got successful relationships. То есть они начали убеждать меня, что аутисты не могут быть счастливы в браке. А у меня, знаете ли, много знакомых аутистов, и у них очень успешные отношения. But what about him being autistic? I said, hey, I based Don on this friend of mine and on a lot of other people I've worked with over the years, and none of them said they were autistic. None of them had diagnoses, or if they did, they didn't tell me about it. И
Надо сказать, вообще то, что они говорили, что Дон аутист стало для меня новостью, потому что я писала его со своего друга, писала его с других своих знакомых из IT, и они никогда не говорили мне, что они аутисты или находятся в спектре. People say, you must have done a lot of study of autism. And I say, I worked for 30 years in information technology. Люди говорили мне, наверное, ты очень глубоко изучил тему аутизма. Я отвечал, нет, просто я 30 лет проработал в IT. But the autistic community decided they liked Don Tillman, that he was a good example because people who read the Rosie Project like Don, that they see an image of someone who we think is autistic, but is likable, intelligent, has real emotions, undoes some of the stereotypes we have about autistic people. Но аутическое сообщество восприняло книгу очень хорошо, потому что мне удалось создать положительный образ аутиста как человека умного, человека, способного сопереживать, способного на спектр эмоций, широкий спектр эмоций, и их это очень обрадовало. And one day I found myself talking to a professor who specializes in autism. Однажды я разговаривала с профессором, который специализируется на проблемах аутизма. And he said he gives the Rosie Project to people who want to understand what it's like to be autistic. И он сказал, что советует читать проект Рози людям, которые хотят понять, что значит быть аутистом. Because medical textbooks say we observe this, we see that, but the Rosie Project says I feel this. Потому что в медицинских книгах пишут о симптомах, о том, что мы видим со стороны. А в проекте Рози, благодаря проекту Рози, можно узнать, что эти люди чувствуют. And people do even say to me, you must be autistic to write this book yourself. Люди даже говорили мне, наверное, ты сам аутист, раз такую книгу написал. I say I'm just a great author. А я отвечал, нет, я просто хороший писатель. But I'm talking to this professor and I say, stop right there, Tony. Но в разговоре с этим профессором я сказала, погоди, Тони. I don't even know that Don Tillman is autistic. I'm not a clinician, I'm not a physician. Я вообще не уверен в том, что Дон Тиллман аутист. У меня нет медицинского образования. I'm not a psychologist. Я вообще не ученый. Tony says, well, I am a psychologist and I'm a specialist in autism and I'm telling you Don Tillman is autistic. А Тони ответил, я специалист по аутизму, и я тебе говорю, у Дона Тиллмана аутизм. So I had to accept that. So now I accept Don Tillman is autistic. But what about the fact that he couldn't make a successful marriage? Well, I thought he could, and I felt I needed to write another book. And I needed to show Don making a success of his marriage, to Rosie, of course. Ну что ж, я смирился с тем, что мой герой аутист, но, возвращаясь к нашей теме, я хотел доказать, что аутист Дон Тиллман тоже способен на счастливый брак. И так возникла идея для второй книги. You know, a great philosopher, this is a joke, her name was Nancy Reagan, Ronald Reagan's wife. Okay. Nancy Reagan said marriage is never 50-50, never 50%, 50%, it's always 90-10. Великий философ, ну это шутка на самом деле, Нэнси Рейган, жена Рональда Рейгана, как-то сказала, что в браке мы никогда не выкладываемся, супруги никогда не выкладываются 50 на 50. Обычно кто-то выкладывается на 90%, а кто-то на 10%. One person has to do all the work some of the time. And I thought there's no point in me showing Rosie doing all the work and dragging this idiot Don through the marriage. I've got to turn it round and show Don doing everything he needs to do to save the marriage. Я не собирался взваливать эти 90% на Рози. Мне не хотелось, чтобы она делала всю работу и тащила за собой этого чудика. Поэтому 90% я решил свалить на Дона Тиллмана. But Rosie is a very competent person, so first I had to crush her. Но Рози это очень сильная, умная женщина, поэтому сперва мне пришлось поставить ее в очень тяжелую ситуацию. So I put her in New York City, away from all of her family and support in Melbourne, Australia. Поэтому для начала я сделала так, чтобы она переехала в Нью-Йорк из Мельбурна, где остались все ее родственники и друзья. I gave her a tough job. She's studying for a Doctor of Medicine at Columbia University and a PhD at the same time. В Нью-Йорке ей пришлось одновременно доучиваться на врача в одном из крупнейших медицинских институтов Колумбия и одновременно заканчивать работу над своей диссертацией. And she has to work in the evening in a bar to make money to afford the rent.
попутно ей приходилось работать в баре, чтобы оплачивать аренду. They're living in a tiny apartment in New York, but Don has invited his best friend, Gene, who is a jerk, to come and live with him. Они с Доном жили, я поселила их с Доном в очень маленькую квартиру в Нью-Йорке, но это не помешало Дону пригласить туда своего друга Джина, который человек со сложными моральными принципами, в общем, тот еще придурок. Gene is also Rosie's PhD supervisor and the person she hates most in the world. Рози его на дух не переносит, но при этом он ее научный руководитель по диссертации. And Gene is keeping Don up late at night, drinking, and Don has clearly got into trouble with the law, but he's not telling Rosie about it. Джин безотечево вмешивается в семейную жизнь, из-за него Дон не спит допоздна, они пьют, а еще у Дона возникают проблемы с законом, о которых он не говорит Рози. Anything else? Oh yeah, Rosie is pregnant. Ну и в довершение всего, чтобы добить бедняжку, Рози беременна. Unexpectedly. Неожиданно для всех. Okay, and you know what? People read this book, book 2, The Rosie Effect, and they say, you know, Rosie seemed a little edgy in this book. Вот поэтому люди, когда читают «Эффект Рози», они говорят, знаешь, какая-то у тебя, Рози, тут нервная в этой книге, какая-то что-то рисковато стала. It's only women who ever say this to me, by the way. Но вообще-то об этом мне говорили только женщины. Men would be not crazy enough. Мужчины как-то спокойно к этому относились. So, guess what? Don steps up, he saves the day in his own special geeky Don way, and the book is finished. Что ж, но Дон не сдается, он решает проблемы в своем особом гиковском стиле, он действительно решает все проблемы, и на этом книга заканчивается. So I put him aside, I wrote 2 more books, and time went past. Поэтому я отложил историю о Доне, закончил книгу, отложил ее в сторону и приступил к работе над 2 другими книгами. But people were saying to me, there's one more book we want. We want a prequel. Но люди продолжали писать мне и говорили, знаешь, мы хотим еще одну книгу, напиши приквел. Because we all understand Don is autistic now, everybody except Don at least. Потому что все теперь понимали, что Дон аутист, ну, кроме самого Дона. And when we think of autism, we think of kids. А когда мы думаем об аутизме, в первую очередь мы думаем о детях с этим синдромом. Yeah, for 2 reasons. One, because in the old days we used to think autism only happened in kids and adults had sort of grown out of it. Во-первых, потому что в прежние времена считалось, что только дети болеют аутизмом, а взрослые они перерастают это состояние. The other reason is related, that adults have learned to mask it, to hide their autism, or to find places like universities where they're widely accepted and don't have to deal with all the problems they have to deal with at school. Ну, во-вторых, потому что взрослые, они учатся подстраиваться под требования общества или же находят для себя такие сообщества, например, университеты, где им комфортно даже с этим синдромом. The problem was, if I wrote a story about Don as a child, it would be set back in the 1980s or so, and really attitudes were quite different then, so we wouldn't learn anything about the problems that a child would face today, or their parents. Но проблема в том, что если бы я взялся писать о детстве Дона, мне бы пришлось писать о 80-х. Тогда и отношение к аутизму, вообще ситуация в мире была бы совершенно другой. И современные читатели, они бы мало чему научились из этой книги. And then I had an idea. Remember the Rosie effect, that Rosie was pregnant? Guess what happens? И тогда у меня возникла чудесная идея. Вспомните, в эффекте Рози, Рози была беременна. И догадайтесь, что же случилось в конце? So I thought, I'm going to take this kid and grow them to maybe 11 years old, and they will be at school, and because autism happens in families, they will be facing, that kid, we'll call him Hudson, Hudson will be facing the same problems that Don faced at school. У Дона и Рози родился сын Хадсон. И я подумал, что если мы перенесемся на 10 лет в будущее, и Хадсон пойдет в школу, и там, поскольку аутизм обычно передается по наследству, пусть он столкнется в школе с теми же проблемами, с которыми в свое время столкнулся Дон. In Don's day, he would have just been bullied and called a geek. Ну, и
называли гиками. But in the 2000s, in 2019, Hudson's teachers say to Don and Rosie, we think your child could be autistic, they should get an autism assessment from a psychologist. Но в 2019-м Рози и Дону сказали, мы думаем, что ваш сын находится в аутическом спектре, и что, как насчет того, чтобы пригласить к нему психолога на консультацию? And Don is going to say, autism? You're crazy! He's just like me! А Дон бы сказал, ну вы с ума сошли, какой аутизм, он просто на меня похож. I'm going to quit my job and teach my son how to fit in, using all the stuff I wished I'd known when I was a kid, because now I'm perfect. Я лучше уйду с работы и научу своего сына всему, чему бы я бы хотела, меня научили в детстве, потому что я теперь освоил искусство встраиваться в общество в совершенстве. And already you're laughing, so we've got a set up for a comedy here. And you know, I think it was the best idea I've ever had for a book, because we're going to be able to see two people's journeys. We're going to be able to see what it was like for Don as a child, but translated into the current generation. But Don will also need to think about what he wished he'd known at school. He's going to think back on his school days. So all those people who wanted to see what it was like for Don as a child, they'll get that too. Вы смеетесь, значит, вы понимаете, что это была отличная установка для комедии. Но эта же идея позволила мне рассказать сразу две истории. История об отношениях Дона и его сына, история о Доне, о прошлом Дона, о том, как он решал проблемы и как вот эти решения, пришлись они по вкусу его сыну или нет. And while we're all laughing at Don's attempts to help his son, we're going to learn a whole lot about the big issues in autism today, because comedy is very good at bringing ideas that are controversial out on the page and giving people a chance to think about it. И пока мы все будем смеяться над попытками Дона решить проблемы его сына, одновременно мы задумаемся о более широких проблемах, которые сталкивается аутическое сообщество в современном обществе. So, like I said, I thought this was the best idea I'd ever had for a book. You know, one book had to be my best idea. Вот, и я для себя подумала, что это вообще лучшая идея, которая до этого мне приходила. And as it's turned out, it seems to be right. The book, I'm very happy with the Rosie result. It's been out for, I think, not even 2 weeks in Russia, but I'm very happy with it. I think it's my best book. The autism community have been hugely supportive of the representation of autism in the book, and think that it's a really valuable contribution to changing attitudes. Readers like it the best out of any in the series, and so do the critics. И читатели тоже, как показала реакция читателей, эта книга действительно получилась лучше. Я сам люблю ее больше всех. Вот, а аутическое сообщество тоже приняло ее очень благосклонно, сказали, что вы замечательно показали отношение к детям в обществе. И в России эта книга вышла менее чем 2 недели назад, и я очень рад, когда приехала в Россию, я сам первый раз увидела русское издание. So that's it. I've just finished my favourite book that I've written. It's published in Russia. I'm here in Russia, in St. Petersburg. I'm here to answer questions. Thank you. Ну вот, я закончил, на мой взгляд, свою лучшую книгу и приехал в Петербург, когда через 2 недели после ее выхода в России, и я пришел к вам, чтобы ответить на ваши вопросы. Друзья, давайте поаплодируем за такую чудесную презентацию. В самом прямом смысле этого слова это была настоящая презентация новой книжки. Теперь, конечно, мы готовы перейти к вашим вопросам, поэтому вот, сосед, давайте. Добрый вечер, Грэм. Добрый вечер всем присутствующим. Я зашел сюда случайно и не читал, не видел, и даже не слышал о вашей книге. Тем более интересно послушать ваш рассказ. Он очень заинтересовал меня. А поскольку я сам из IT, то я задам вам гиковский и аутический вопрос. В какой-то мере, я так понимаю, книга об отношениях между мужчиной и женщиной. А ложь книги — это в каком-то смысле
история об отношении писателя и его аудитории. Как вы относитесь к оформлению книги? Подбираете ли вы оформление книги для разных рынков, для своего родного рынка? Смотрите ли вы, какую обложку подбирает издательство или там, предлагаете какие-то свои варианты, особенно учитывая тот факт, что книга делалась, вы работали для киноиндустрии тоже. Спасибо. Okay. Now I must ask, it's really tough. If you can make the questions as tight, as short as possible, because it takes extra time for the translation. Я, простите, сейчас вас прошу, можете чуть-чуть покороче вопросы задавать, потому что... Я заранее предупредил. Потому что еще переводить их надо. But it does give me extra time to think. Yeah, it was kind of tricky, yeah, I understand. Но зато длинный вопрос дает мне время подумать. But first of all, I have no rights over the covers. Должен сказать, что по контракту у меня нет права высказывать свое мнение об обложках. But most publishers, including Sinbad, are very polite and ask for my opinion. Но большинство издателей, они достаточно вежливо поступают, они спрашивают мое мнение. Вот Синбад тоже спросил. The thing I really look for on a cover is it okay for a man to read? Честно говоря, когда я смотрю на обложку, я в первую очередь думаю о том, мужчины обратят внимание на такую обложку. In many countries, men don't read a lot of popular fiction. К сожалению, во многих странах мужчины практически не читают художественную литературу. And a lot of the marketing is specifically to women, particularly if the books are about relationships. И поэтому книжный рынок в первую очередь ориентируется на женскую аудиторию, особенно в том, что касается книг об отношениях. So I just want the book to be something, I say, a book that a man can read on the train without embarrassment. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мои книги были оформлены так, чтобы мужчине в поезде, в автобусе было не стыдно их читать, чтобы они не смущались. Obviously, if the cover repelled women, I would be unhappy as well, but that has never happened. Ну, конечно, если обложка будет женщину отталкивать, мне тоже будет неприятно, но такого еще никогда не случалось. And my favorite cover is the Taiwanese cover. Вообще моя любимая обложка — это обложка тайваньского издания. Because it came with a printed voucher for a margarita. Okay, printed voucher. Token. You could take the book into a bar and they would give you a margarita. Больше всего мне нравится тайваньская обложка, потому что она вышла с напечатанным чеком на покупку маргариты. Можно было книгу взять в бар, и за нее вам нальют маргариту. Спасибо большое, друзья. Мы готовы к любым вопросам. Вот, да, я помню, вы у нас заранее готовились. Молодец. Short. Yes. Я прочитала пока только первую книгу, и я хотела спросить, там часто встречается, что у человека инстинкт людей, невозможно сильная вещь, материнский инстинкт. Концепция инстинкта, она подвергается критике со стороны ученых, и что у люди не действуют инстинктами. Мне было все время интересно, герой, он специально показан таким, что вот он накладывает на человека то, что по сути не является свойством человека. Герой специально показан таким, что он задает инстинкт, направляет к человеку, хотя у человека инстинктов нет. Сейчас еще знатоки возьмут минуту на размышление, я думаю, после такого круга. Друзью звоним срочно. Бедная наша Катюша, ей все это переводить. Okay. We may lose a little in translation here. Кое-что, скорее всего, мы потеряли в переводе, простите. But one thing Don
Don personally believes that he lives a rational life with no instincts, no emotions, just cerebral. Дон, он считает, что он живет жизнью лишенной эмоций, и им движет исключительно разум. But we can see that he is frequently acting on, if not instinct, at least subconscious feelings. Но чем больше мы с ним знакомимся, тем больше понимаем, что довольно часто он действует, не по воле инстинкта, но по воле своего подсознательного. The simplest example is when he says he will help Rosie find her father because he believes that is a responsible, socially useful thing for a geneticist to do with his skills. Простейший пример — это то, что он решает помочь Рози с поиском отца, потому что он полагает, что именно так поступил бы ответственный человек, обладающий знаниями в генетике. But we know he fancies this girl. Но мы знаем, что на самом деле она ему просто понравилась. And there are lots of examples of that happening in the book, of the balance, and I try to make that balance visible because Don is the rational one, but his friend Jean is all about humans being animals in effect. И я постарался, и таких примеров в книге много, потому что я постарался выстроить баланс. Мы видим, что Дон, он руководствуется разумом, а вот его друг Джин, он в своем поведении все время руководствуется инстинктом и говорит о том, что люди, они ближе к животным. Thank you for the question. I hope that went some way to answering it. Спасибо за такой интересный вопрос. Надеюсь, хотя бы отчасти мы на него ответили. Спасибо большое. Можно на английском? Yes, please. One time I saw one film, and in that film one man said that there is no importance in your social skills or in your communication skills and stuff, but in the craft of writing books, of thinking, and stuff like this. Maybe can you say something about this? Я как-то смотрела фильм, в котором герой говорил о том, что ваши социальные качества не важны, и ваши... Of telling story skills also is so important. Well, you know, in the first book, if we interviewed Don Tillman would say, social skills aren't really very important. I don't need them. But by the third book, he's wanting to teach his son social skills because he's had some bad experiences through lack of social skills. Если бы мы в первой книге взяли интервью у Дона Тиллмана, он бы сказал, да, социальные способности общаться, они не важны, потому что я прекрасно без них справляюсь. Но в третьей части мы уже видим, как он учит своего сына этим социальным навыкам общения, социальным навыкам, потому что помнит, что в детстве ему без них приходилось тяжко. He says, due to lack of social skills, he almost, he lost his best friend, he almost lost his wife, and he almost lost his life twice in dealing with cops. Из-за недостатка навыков общения, социализации, он почти потерял своего лучшего друга, почти потерял жену и дважды чуть не расстался с жизнью из-за того, что не нашел общего языка с полицией. So he would say they are sort of important. Поэтому он бы сказал, что все-таки социальные навыки важны. About storytelling, storytelling is quite different, I think, from social skills. But I think if you're writing contemporary fiction and you're writing serious fiction, the single most important thing to understand is how human dynamics work, psychology, if you like. В писательском мастерстве важны скорее, нельзя сказать, что социальные навыки не важны, но куда важнее понимание того, как работает человеческая динамика, как работают взаимоотношения между людьми. I'm very fortunate. My wife, who's sitting towards the back of the room in the red with the blonde hair and the pendant around her neck and her hands in the air. Мне очень повезло, моя жена вот сидит в конце зала, вот эта очаровательная блондинка. She is a professor of psychiatry, and we talk about plots and characters
but most important, I've had 30 years of having discussions with her and her colleagues that recognize the importance of the unconscious. И она профессор психиатрии. Я всегда обсуждаю с ней героев и характеров, и вот уже 30 лет я обсуждаю с ней и с ее коллегами важность нашего подсознательного. And I don't believe you can write serious fiction if you don't understand how people behave at a level beyond the obvious. И мне кажется, невозможно написать хорошую книгу, если вы не понимаете, как работает человеческое поведение, за тем, что мы видим. Я задумалась. Вы можете подумать, что в первом ряду сидят исключительно подсадные люди, но это неправда, у них правда есть вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую русскую литературу вы читали? И есть ли у вас любимый русский писатель? Well, that was a really nice, short, sharp question, but also challenging for me. But when I'm asked what are the most important books I've read in my life, I name 2 books that I read when I was 15 years old, and one of them is by a Russian author. Очень хороший короткий вопрос, спасибо вам за него, но он для меня достаточно сложный. Когда меня спрашивают о книгах, которые на меня повлияли, я думаю о 2 книгах, которые я прочитала в 15 лет, и одна из них принадлежала как раз перу русского автора. And that book was One Day in the Life of Ivan Denisovich by Alexander Solzhenitsyn. И это была книга «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. And there's something really strange about it because it was available in 2 different English translations, and in one translation the message that I took from the book is very clear. In the other translation, it doesn't exist. Очень странная ситуация возникла, потому что она была доступна в 2 переводах на английский язык, и в одном переводе я прекрасно понял замысел автора, а во втором переводе вообще ничего не понял. And it emphasized to me the importance of the reader in valuing a book, because here is Solzhenitsyn, here is the book, One Day in the Life of Ivan Denisovich, here is a translator, and here is 15-year-old me. 60-year-old me might well read that book very differently from 15-year-old me, but it touched a very important. Crime and Punishment, Dostoevsky was a very important book for me when I read in my early 20s. I've read a number of other Russian authors, and they have a disproportionate influence. They are more important in the books I've read. They stand out more than they should, given the number I've read. И я понял, насколько важна роль читателя в становлении книги, в восприятии книги, потому что есть вот писатель, есть его книга, а есть 15-летний я. И в 60 лет я бы поняла эту книгу про Ивана Денисовича совершенно иначе. Где-то в 20 лет я прочитала «Преступление и наказание», она тоже повлияла на меня сильно, и вообще книги русских авторов, они стоят некоторым особняком среди тех книг, которые я читала. But the obvious, Chekhov, Tolstoy, Nabokov. Среди моих любимых Чехов, Толстой, Набоков. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о своих писательских привычках, если они у вас есть. Например, как великих писателей Толстого, которые не могут без прогулки начать писать, или как который раздевался и писал. Do you have any special circumstances to begin to write? Okay, that is such an interesting question right now, because just a few days ago I was walking in Tolstoy's garden in Moscow. Это очень интересный вопрос, потому что пару дней назад я побывала в доме Льва Николаевича Толстого в Москве. And I got my wife to take a photo of me walking there, because when I'm teaching writing, which I do sometimes, and talking about my writing practice, I say I need to walk. I need to go for a walk when I'm writing a draft every day.
И я попросила жену сфотографировать меня, пока я хожу вокруг дома. И на самом деле, когда я учу людей писательскому мастерству, я рассказываю о том, что иногда мне нужно тоже ходить, гулять, чтобы писать. I'll tell you my writing practice as concisely as I can. И сейчас я расскажу вам вообще о процессе, о творческом процессе. This is how I wrote this book, which is the best I know now. Например, о том, как я писала эту книгу, которую сам я считаю своей лучшей на данный момент. 6 months, I'm thinking about it while I'm working on something else. 6 месяцев я просто обдумываю идею книги, попутно работая над чем-нибудь другим. Every time I get an idea, one idea at least per day for a scene in the book, I write it down, throw it in a box. И каждый раз, когда мне в голову приходит интересная идея, я записываю ее на листочек, по идее в день, например, и кладу в коробку. After 6 months, I lay all the cards, about 200 of them, on the table, and I shape them into a story. А через полгода я достаю все эти бумажки из коробки, раскладываю их уже где-то, обычно бывает штук 200, раскладываю их и собираю из них историю. I throw away about half of them, and I add some extras to fill in the gaps. Где-то половину я выкидываю, а потом добавляю новые, чтобы заполнить пропуски. This takes me about a month. И на это у меня уходит где-то еще месяц. Then, for about 2 to 3 months, I get up every morning, I read 1 or 2 or 3 cards, and that's my plan for the day. А потом в течение месяца или двух, каждое утро я встаю, читаю 1, 2, 3 карточки и пишу. Это мой план на день. After I've had my walk and thought about those cards, I write between 1,000 and 1,500 words. Значит, прогулявшись, сходив на прогулку и обдумав эти идеи, я записываю около 150, около 1500 слов в день. In 2 to 3 months, I have a draft. И примерно через 3 месяца у меня уже готов черновик книги. And then I spend about 6 months fixing it. И где-то 6 месяцев я привожу его в порядок потом. And then I have a book. И вот так книга готова. Незаметно прошло 1,5 года, да, примерно? I have lots of help, obviously, from my editors, from my wife, from friends who I trust to get their opinions. И, конечно, мне помогает моя жена, мои друзья и мои редакторы, которым я очень доверяю. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Грэм, вы смотрели «Теорию большого взрыва»? Never. Никогда. And I have not read The Curious Incident of the Dog in the Night Time by Mark Haddon. Do you know that book? No. Okay, so I have not seen Big Bang Theory. I've had dinner with the director of Big Bang Theory. Я не читал «Теорию большого взрыва», зато я ужинал с ее режиссером. And he hasn't read The Rosie Project. А он не читал проект. But I stay away from fiction about autistic characters because I'm afraid of stealing. Но я стараюсь не читать литературу, посвященную героям-аутистам, потому что я боюсь заимствований. But now that I've finished with Don Tillman, I'm going to read all of those books and watch all of those movies and see those TV series. Но теперь, когда с «Теорией большого взрыва», серия о Доне Тиллмане, я поставила точку в этой серии, то я наконец прочитаю все эти книги и фильмы все посмотрю, и «Теорию большого взрыва» тоже. Вы потом приедете и расскажете нам, могли бы Дон и Шелдон стать в жизни друзьями? Друзья, если у кого-то есть вопросы, у нас буквально вот прям последние минутки, пользуйтесь моментом. This is what I would say about Don and Sheldon. The biggest difference, you can only see Sheldon from the outside because you're watching on a screen. The beauty of a book is you can get inside somebody's head. They're different strengths, but that is something that the Rosie Project can give you that Big Bang Theory can't. Obviously there are things that Big Bang Theory can give you, such as appearance and expressions, that the Rosie Project can't. But they're different media and they have different strengths. Знаете, я уже сразу вам могу сказать, что между Шелдоном и Доном есть одна большая разница. За Шелдоном вы можете только наблюдать со стороны, вы можете за выражением его лица, за его движениями наблюдать.
дать, и в этом плюс, конечно, сериала, но забраться к нему в голову вы не можете. Это то, что может дать вам только книга. Ну и, соответственно, книга не может дать вам то, что может дать сериал. Это два разных вида искусства, и у них есть свои достоинства и недостатки. Hello, nice to meet you. And take some rest for the interpreter. Для аудитории я собираюсь поблагодарить Грэма за вторую книгу, которая для меня самая близкая, и спросить его об отношениях, которые он вложил сюда от себя. First, shortest question. What about Bill Gates? Did you pay him up? The story with Bill Gates is that his wife, Melinda, was recommended the book by her book club, and she is lying in bed with Bill and laughing her head off, and she gives it to Bill and she says, "You've got to read this book," and Bill stayed up till 3 o'clock in the morning reading the Rosie Project. Я делаю небольшую вводную. У нас на книгах есть цитаты, рекомендации других известных людей. В общем, на серию о Рози мы пишем высказывание Билла Гейтса о том, что это самая смешная книга, которую он советует всем друзьям. И, собственно, вопрос был в том, Биллу Гейтсу мы заплатили, Грэм заплатил за такую рекомендацию. Но с Биллом Гейтсом такая история. В общем, его жена Мелинда, она читала эту книгу в своем книжном клубе, и однажды она читала ее лежа в кровати и смеялась до слез. И сказала Биллу: "Ты должен обязательно прочитать ее", и вот он ее читал до 3 часов ночи. And he's been a big fan of all 3 books. He almost never recommends novels, he tends to recommend non-fiction books, but he's recommended all 3 novels, and Anne and I have sat down with him and Melinda and talked about the books. And I said to Bill, I said, "I wrote the #1 book on database design back in the 1990s. You never wanted to talk to me. Now I write a romantic comedy and you want to talk." И Биллу Гейтсу понравились все 3 книги этой серии, и он их горячо рекомендует, хотя обычно он не рекомендует художественную литературу, он рекомендует нон-фикшн. И вот мы как-то встретились вместе с Энн, мы встретились с Биллом и его женой, и я ему сказала: "Я в 80-х написал лучшую книгу о базах данных, и ты даже про меня не вспомнил, а вот теперь я написала драматическую комедию, и ты ее всем рекомендуешь." The important question now, aside of Bill Gates. We'd love to thank you for the book, the second book, and think that you have brought to the world a great present by this. I think it's far aside any Asperger or autism syndromes. It reflects any feelings in the family when a wife announced pregnancy. And I have consulted with lots of my friends who have read, I pushed them to read it, and they do agree that it is the most sharp and exact portrayal of what is going on. A girl getting a baby inside and getting quite, say, independent or close, and the guy trying to push himself together to think how to live with the family, growing and all this. And that is something so acute. And I think this book should be presented by any newlyweds, marriages. It should be present alongside wedding cakes in any marriage ever. That's a wonderful thing to say. Could you just translate that briefly into Russian? Oh well, I'm doing blogging. So the question is, how much of yourself and your wife in this book have you put it? Well, should we just summarize that? Вопрос был, прекрасная девушка сказала, что эта книга замечательная в первую очередь потому, что она посвящена очень сложному периоду для многих пар, периоду, когда жена беременна, и это сложно пережить, и она советовала подарить эту книгу всем молодоженам, кроме там торта, а рядом положить эту книгу, чтобы они знали, задумались о тех чувствах, которые мы испытываем, когда там женщина беременна, а мужчина пытается понять, что же с ней происходит, и женщина сама пытается понять, что с ней происходит, и чтобы в результате они сохранили отношения. Let me tell you, everything I write has a basis in reality. Собственно, вопрос был в том, как много себя, своих отношений Грэм вложил в эту книгу. И Грэм говорит, что все, что я пишу, оно в смысле основано на реальных событиях.
Anne announced that she was pregnant the first time by putting orange juice on the table instead of wine. Когда Энн объявила первый раз о своей беременности, она сделала это, как поставив вместо обычного вина апельсиновый сок на стол. So I thought, what would Don do? And of course, Don would put booze in the orange juice to make a cocktail, and then you see the rest. That didn't happen in real life. And likewise. И я подумала, а вот Дон, что бы он сделал в такой ситуации? И Дон, конечно, бы добавил туда алкоголь, чтобы сделать из этого коктейль. And there's another scene in the book, at the antenatal briefing class, the pregnancy class that the mothers go along to. И еще, в собственном опыте, эпизод практически из моей жизни, это история про курсом по подготовке к родам. And when we went to that class, because, well, the nurse who was running it was, and she said, "You men, you must support your wives in their decision to breastfeed." И значит, когда мы сами пошли на эти курсы, там была женщина, которая вела их, она была достаточно суровая, она сказала: "Мужчины, вы должны поддерживать своих жен." And because Anne works with women as a psychiatrist, she works with women who may have serious difficulties with this. И поскольку Энн работает, она психиатр, она работала с женщинами, у которых действительно могут быть большие проблемы, когда они проходят через этот период. When this woman said, "You must support them in their decision to breastfeed," I said, "Or not." И, собственно, она, эта женщина, ведущая курс, сказала, что вы должны поддерживать их, в том числе в решении кормить грудью, а я сказал, или не поддерживайте. And that was very difficult for her, and I thought, wow, Don Tillman could make this even worse. В общем, ей было очень сложно это принять, а я подумала, когда писал книгу, что Дон Тиллман, он мог бы еще и не так выступить на этих курсах. But thank you very much for your very, very kind words about my sensitivity. I'm enjoying them now because over drinks afterwards, Anne is going to say to me, "Oh, give me a break." И большое спасибо вам за этот вопрос и о том, насколько это чуткая книга, потому что Give me a break, like cut it out. You're kidding me. You're not a sensitive guy. Like, stop kidding yourself. Stop kidding myself that I'm such a good father, that I'm such a good guy with pregnancy. You said that I'm very sensitive about pregnancy. Окей, и он говорит, спасибо, что вы назвали меня таким чутким, потому что моя жена меня таким не считает, и она сказала мне потом, не льсти себе, ты не настолько хороший отец. We're just having a class in Australian slang here. У нас только что был класс, краткий курс австралийского акцента. У нас вообще сегодня чудесно. Тот, кто мимо проходит, наверное, думает, что у нас тут какой-то открытый урок школы иностранного языка. Вы такие молодцы, чудесная публика. У вас был вопрос, да? И он будет последним. У меня очень маленький вопрос, и не совсем от книги относится, но все же. Ваша жена не только профессор в области психиатрии, но она еще сама продуктивная писательница. И влияете ли вы как-то друг на друга именно в писательском мастерстве? Научила ли она вас чему-либо в этом? Anne has a bigger impact on my books than anybody else. Энн влияет на мои книги больше, чем кто-либо. Not only do I draw from some of my life experiences, which have for 30 years involved Anne, и не только потому, что я черпаю вдохновение в своей жизни, которая уже больше 30 лет присутствует Энн. And the psychological approach she brings to thinking about life. И не только благодаря ее психологическому подходу к восприятию и анализу жизни. But she is an active participant in the writing process. Но она также активная участница писательского процесса. We plan together, we write in the same room and talk while we're writing, and we are each other's first and last readers. Мы вместе работаем над сюжетами, мы работаем в одном кабинете, и друг для друга мы первые и последние читатели.
Спасибо большое, друзья. У нас сегодня замечательная камерная обстановка. Это дает нам возможность выразить благодарность друг другу. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня пришли. Мы передаем большой привет Эн. Мы благодарим Катю за помощь на сцене в переводе. Мы благодарим издательство Синбад. Татьяна, большое вам спасибо за то, что вы дали нам возможность встретиться сегодня лично с нашим гостем. И, конечно, самое главное, мы благодарим Грэма за его труды. Мы вас ждем снова. Мы постараемся не переименовывать больше наш город, но погоду, пожалуй, вернем январскую для того, чтобы нас было больше. Потому что сегодня, я думаю, все отдались на солнце и жару. И сейчас Катя договорит, и мы с вами дружно, ладошками освободим руки от книжек и давайте поаплодируем. Спасибо большое. Спасибо большое. Просим Симпак, продолжайте издавать новую серию, ждем. Теперь переходим к следующей части. Я приглашаю Грэма и Катю, присаживайтесь за стол. А вы, друзья, выстраиваетесь вот здесь в петербургскую интеллигентную очередь, здесь слева от сцены, и по очереди можно проходить за автографами и фото на память. Кто уже готов, пожалуйста, проходите. Книжка может быть любой. Если вы ее еще не оплатили, ничего страшного, сначала проходите за автографом и фото, а затем проходите на кассу. Книжки можно будет оплатить и в конце. Главное, не выкидывайте чек. На выходе у нас сотрудники проверяют, чтобы у вас книжка была оплачена. Весь наш сегодняшний разговор, наша чудесная творческая встреча записана. Вы найдете ее на нашем YouTube-канале, поэтому можете посмотреть, как вы здорово общались лично с автором. Петербургская книжная сеть «Буквоед», наш YouTube-канал. Проходите, пожалуйста, дальше. И фото. Фото мы тоже делаем, выложим в нашей группе ВКонтакте Буквоеда. Также поступайте, смотрите, у нас работает фотограф профессиональный. И также, если вы... Да, друзья, по одному проходим, да, чтобы у нас фотографии были личные. Проходите. Книжку можно любую, не обязательно последнюю, можно первую, можно самую зачитанную подавать. Как раз это будет самым лучшим комплиментом для автора. Еще раз, фотографии в группе ВКонтакте «Буквоед». Вот, все, через пару дней выложим. Большое спасибо, что вы пришли. Замечательная, чудесная публика, образованная. Как это добавит культурному учреждению, петербургскому, настоящему петербургскому парку культуры чтения «Буквоед». Приходите к нам, следите за нашей афишей. У нас очень много мероприятий на август тоже запланировано. Друзья, если вы хотите фотографий, то вставайте к лесу передом. Все, да, видят? Вот давайте посмотрим сейчас образцово-показательный. Вот, фотограф стоит здесь, его не сбиваем. Смотрим на фотографа, заходим, чуть-чуть так. Можно позади встать. Если вы с семьей, это вообще отлично. Можно селфи, сразу камеру разворачивайте. Natalia? Natalia? That's spelling okay? Как удобно. Я бы никогда не пробовала. Очень круто, да. Не забывайте позировать. У нас есть для этого время. Ты хорошо сказал. Вот все. Хотите вместе? Проходите, пожалуйста. Natalia? Dali. Да, я еще так пытаюсь.
It doesn't. Okay. Посмотрите сюда, девушка. Лейла? Лейла. Лейла, смотрите. Далее Ива? Да. Уже сделали фотографию такая. Thank you, thank you. Thank you. Katya, the wine diet. English. Дача — это сила. Она дача где у нее начала? Давайте посмотрим еще раз.
Я про роман. Какое счастье. Я вспомнила, как они забирали первой книги. Вот он не читал. Посмотрите. Я бы сказала, ему все равно. Пусть будет книжкой сибирским. Я живу в Сибири, опять в Сибири, ученом или шатуна. Прекрасно. Тогда все Вообще, телефон есть? Сейчас нет уже, да? Простите, правильно. А то я же... Кать, ты так хорошо в видео сидишь, ладно? Ну, не уважно. Я на работе. Я здесь. The scarf in the photo as well. Конечно. Just him and then. Да, вы можете чуть-чуть... Так? Ага, хорошо. Грэм. Готово. Then have one with the scarf as well. Ага. Вы чудесная семья. Да, ага, ага. Шапки, книжки, Грэм. Ага. Я предлагаю сфотографироваться нам всем вместе. Татьяна и Татьяна, приходите, давайте, может быть, здесь внизу. Спускайтесь к нам. Да, внизу, чтобы было видно и плакат. Любочка, сфоткайте нас. Ну мы вот тут вот так вот как-то сядем, встанем. Сядем, встанем. Всей нашей организационной командой. А давайте мы девушку. Да, обязательно. Вы будете нашей вишенкой на торте. Это будет забавно. Так, Люба, чтобы было видно буквоед и нас всех. Так. Так, Люша, иди сюда. С стороны уравновесим. Чтобы Грэм был прям посередине, там Татьянин фланг, тут Катерина фланг. Так, нет, что-то как-то я... Катя, как-то ты мне дала задание? Значит, подойдите подальше. Нет, нет, вы нормально. Катя, поближе. Так, вы еще. Так. Та-дам! Еще, стойте. Так, ну все, еще последний раз. Все, хорошо. Спасибо. Спасибо. Здорово.